Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Хочу поделиться с вами своей выкройкой необычного изделия. Можно назвать его воротником. Я использую его как альтернативу шарфам и свитерам с горлом, ибо носить их 8 месяцев в году – сомнительное удовольствие. Приступим? Приступаем к построению выкройки. Можете сделать в половинном варианте, но я бы вам советовала сделать цельный вариант. Просто согните по центру бумагу и построим половинный вариант. Так будет удобнее при выкраивании. Отмечаем себе точку, от которой будем строить нашу выкройку. Проводим линию, равную 18 сантиметров. От полученной точки вниз проводим линию, равную 9 сантиметров. Сразу подпишем. Проводим горизонтальную линию, образовывая тем самым прямоугольник. Далее от вот этой точки проводим линию вправо, равную 3 сантиметра. Соединяем вот эти две точки. Далее от вот этой точки откладываем вниз 6 сантиметров. Не буду проводить линию, просто отмечу себе точку. От вот этой точки по вот этой линии откладываем 7,5 сантиметров. Соединяем вот эту точку и вот эту. Теперь нам осталось сгладить вот этот угол. Все, выкройка готова. Это, можно сказать, универсальный вариант выкройки. Вы можете сюда вносить свои правки, например, сгладить вот этот угол или сделать заднюю линию, по которой мы будем соединять изделие, под другим углом. Стоит отметить, что у меня объем шеи 33 сантиметра, то есть в половинном варианте это 16,5. Здесь я отложила 18 сантиметров. Изначально я хотела делать такое изделие прилегающим к шее и сделала, в общем-то, но в таком варианте вот этот уголок оттопыривается, его приходится часто поправлять. Поэтому я делаю эти изделия полуприлегающими. Этот вариант выкройки хорошо подходит для тканей средней эластичности. Сейчас я собираюсь использовать ткань, которая еле-еле тянется. Стоит заметить, что эта выкройка построена уже с учетом припусков по бокам. Изделие сзади скрепляется липучкой, то есть вот эти части идут внахлёст друг на друга. С учетом того, что я обычно пришиваю сюда липучку 1,5 см, 1,5 – 1,6, то здесь у меня припуск уже учтен, равный 0,8 см. Отмечу его. То есть, если вы будете строить выкройку без учета припуска, то вот это будет ваша крайняя линия. Построена по принципу изделий с полузаносом. Если у нас полузанос равен 3 см, то, соответственно, к центральной линии изделия мы прибавляем 1,5 см. Так и здесь. Для того, чтобы выкройка хорошо подходила для ткани, которую я собираюсь использовать сейчас, мне стоит внести некоторые правки. Также я буду учитывать то, что в данном случае я использую липучку шириной 2 см. И буду отталкиваться от своей привычной линии с учетом припуска. Добавлю здесь 1,5 см, а здесь я добавлю 3 см. Повторюсь, что такой вариант я использую крайне редко. Это только в случае с тканями, которые лишь едва-едва тянутся. Чтобы сделать это изделие сразу удачным, хорошим, сделайте пробный вариант. Постройте выкройку, которую я показала изначально, вырежете изделие по нему, заколите на шее и посмотрите, нравится ли вам такой вариант. Если нет, подправьте и выкройте новый. Плюс в том, что для этого изделия не нужно специально покупать ткань.
Его можно сшить из подходящего обрезка ткани, который остался у вас после пошива какого-либо изделия. Единственное условие, которому должна отвечать ткань для пошива такого изделия – плотность, чтобы это изделие выполняло свою функцию, а именно согревало шею. Вот я выкроила свое изделие. Припусков никаких не оставляю, так как буду обрабатывать края бейкой. Припуски для пришивания липучки уже учтены. Долевая нить вертикально. Края я буду обрабатывать бейкой. А для этого первое, что мне нужно сделать в данном случае, определить градусы углов. Видео о том, как изготовить бейку, я оставлю в описании. Итак, определяем углы. Берем транспортир. Этот угол у меня 65 градусов. Подпишем его. Этот угол 115. И центральный угол 100. Теперь нам нужно сделать шаблоны для каждого угла, равные 1/2 наших углов. Можно их сделать каждый отдельно, заново прочертить на новой бумаге, либо можно скопировать эту выкройку и разделить углы пополам. Так я и сделаю. Этот угол у меня уже в половинном варианте. В целом он 100, в согнутом варианте 50. Его я обрежу и буду использовать как шаблон. Разделю вот эту часть на 2. И также буду использовать эти детали как шаблон. Вот этот угол сгибаем. Согнули и получили новый угол, равный 57,5 градусов. Также сгибаем этот угол, равный 65 градусов. Получаем новый угол, равный 32,5 градуса. Для удобства каждый из этих уголков подпишем, чтобы не перепутать. Это у нас центр. Это низ. А это верх. Также вам может понадобиться угол 90 градусов. Пришивать бейку начну с этой стороны. Это задняя часть. Соединение как раз будет скрыто. Я формировала бейку, оставляя одну половину на 1 мм короче второй половины. Значит, вот эта короткая часть будет располагаться на лицевой стороне. Оставляю запас бейки и буду начинать прошивать примерно с центра боковой части. Что нам нужно здесь сделать? Мы уравниваем край бейки с краем изделия. Берем наш шаблон, угол 65 градусов, уравниваем его с вот этой нижней линией и отмечаем на бейке угол, равный 1/2 нашего угла. Что мы делаем? Мы прокладываем прямую строчку, доходим до вот этой отметки, идем на уголок, ставим закрепку. Идем на машинку. Я часто использую вот эту лапку, также воспользуюсь ею и сейчас. Очень удобно ориентироваться по насечкам. Вот здесь внимание. Мы доходим до отметки, разворачиваемся и четко по проведенной линии прокладываем строчку. Я здесь кручу маховое колесо вручную, так удобнее. Делаем закрепку, обрезаем нить. Теперь мы отворачиваем нашу бейку по вот этому углу. И таким образом, чтобы
отвернутый край нашей бейки продолжал вот эту линию нашего изделия. Можем ориентироваться по линейке. Теперь мы прикладываем прямой угол, уравнивая край с нижним краем, и отворачиваем нашу бейку на эту сторону. Как видите, здесь образовывается уголок. Это по причине того, что этот угол меньше 90 градусов. В уголках 90 градусов вот этот край бейки идеально совпадет с краем изделия. Что мы делаем дальше? Мы будем прокладывать прямую строчку, укладывая бейку с краем изделия. И далее для этого угла мы возьмем наш шаблон 50 градусов, приложим сюда, проведем линию. Так как этот край достаточно длинный, это будет удобнее сделать уже на машинке. Идем на машинку и захватим с собой шаблон. Прокладывая строчку, бейку не тяните на себя, иначе она деформируется. Вот здесь на скруглении детали не пытайтесь проложить строчку без остановки. Прокладывайте пару стежков, можете слегка развернуть деталь и прокладывайте следующие пару стежков. Мы почти дошли до угла изделия. Прикладываем бейку, фиксируем. Берем наш шаблон 50 градусов, уравниваем с вот этим краем, проводим отметку. Теперь мы прокладываем строчку до этой отметки, разворачиваемся на угол, прокладываем строчку по отметке, делаем закрепку и обрезаем нить. С этим уголком делаем все то же самое. Отворачиваем бейку, прикладываем уголок 90 градусов, уравнивая с вот этим краем. Отворачиваем бейку, уравнивая ее также с этим краем. Фиксируем. Теперь мы делаем все то же самое. Мы прокладываем строчку, доходим до уголка, берем уголок равный 1/2 этого угла. В данном случае это у меня 32 градуса. Также уравниваем с вот этой линией. Делаем отметку, доходим до отметки, поворачиваемся, прокладываем строчку, делаем закрепку, обрезаем нить. Я сейчас за кадром прошью остальные углы. С этим углом будет ситуация точно такая же, как и здесь. За кадром прошила почти все изделие. Сейчас покажу вам, как формировать тупой угол, равный 115 градусов. Суть вся та же самая. Отворачиваем бейку. Уравниваем край ткани с бейкой по одной линии, прикладывая и уравнивая угол 90 градусов с краем изделия. Отворачиваем бейку, также уравниваем край бейки с краем детали. Этот угол больше 90 градусов аж на 25 градусов, поэтому здесь разница очевидна, насколько уголок бейки не совпадает с краем детали. Сейчас я проложу строчку буквально на пару сантиметров. Это для того, чтобы нам было удобно соединить наши края бейки. Теперь нам нужно соединить края бейки. Для этого тот запас, который мы оставляли,
Разворачиваем на 45 градусов. Приутюжим, чтобы было удобнее. Вот этот край. Теперь второй край бейки отворачиваем в обратную сторону на 45 градусов. То есть, как видите, один край бейки как бы является продолжением второго. Чтобы вам было лучше видно, я проведу контрастные линии. Бейка тонкая, так что я подкладываю под низ салфетку, иначе ручка отпечатается на лице изделия. Вот таким образом соприкасаются наши бейки. Теперь нам нужно их соединить. Соединяем четко по линиям. И вот этот отрезок лучше для начала сметать. Шить по иголке его неудобно. Сейчас идем на машинку и проложим прямую строчку. Делайте маленькую длину стежков. Проложили строчку, обрезаем припуски, оставляя миллиметров 5. Также уголки можно высечь. Разутюживаем припуски. Нам осталось проложить строчку на вот этом участке. Не забывайте делать закрепки. Кстати, когда вы прошиваете бейку в местах ее соединения, прокладывайте строчку, раскрывая припуск в разные стороны. Теперь мы отворачиваем края бейки на изнаночную сторону. Эти края согнуты к центру. Мы отгибаем бейку. И закрываем край изделия. Отгибаем бейку на изнаночную сторону, вот этим краем, закрывая нашу строчку, которую мы на бейке уже проложили. Перекрываем буквально на 1 мм. Как обернуть изделие бейкой на уголках? С лицевой стороны больше слоев в этой части изделия. Значит, мы формируем бейку на изнаночной стороне, загоняя часть бейки на эту сторону. В местах соединения бейки мы припуски раскрываем в разные стороны, загибаем край бейки к центру и огибаем наше изделие. Огибаем края изделия бейкой по всему периметру и с каждым углом делаем то же самое. После загибания бейки изделие у нас с лица выглядит таким образом. Далее нам нужно проложить строчку либо в стык шва, тем самым захватывая с изнаночной стороны 1 мм бейки, либо прокладываем строчку на 1 мм от шва, то есть на самой бейке с этой стороны, и захватываем бейку с изнаночной стороны. Первый вариант считается самым красивым, эстетичным. Я в любом случае буду приметывать бейку сначала и использую в данном случае второй вариант, прокладывая строчку на миллиметр от шва. Я приметала бейку, сметка на лицевой стороне располагается четко в стык, а с изнаночной стороны захватывает 1 мм. Сейчас буду прокладывать строчку на 1 мм от русла шва. Буду использовать лапку для пришивания молнии. Ориентироваться будем по этому краю. Прикладывать его к бейке таким образом, чтобы этот край бейки шел вровень с этим краем лапки.
Игла будет расположена с этой стороны и будет прокладывать шов четко на 1 мм. Начинать прокладывать строчку советую с этой стороны, так как впоследствии здесь мы будем пришивать липучку именно с лицевой стороны. С этой стороны липучку мы будем пришивать с изнаночной стороны. Проложила строчку на 1 мм от сгиба. И, разумеется, когда доводите строчку до уголка, оставляете иголку внутри ткани, поднимаете лапку, разворачиваете изделие и продолжаете прокладывать строчку. Нам осталось только пришить липучки. Чтобы точно отрезать одинаковые липучки, соедините их между собой. Для удобства я сначала отрежу с запасом. Мое изделие будет соединяться вот таким образом. Это нижняя сторона, это будет верхняя. Одна липучка будет расположена на лицевой стороне, другая на изнаночной. А чтобы липучка колючей стороной не прикасалась к коже, я ее расположу на лицевой стороне. Мягкой стороной, соответственно, с изнанки. Обычно я застегиваю это изделие сразу на спинке, не глядя, соответственно. Поэтому иногда могу застегнуть изделие не идеально, а немного смещенным. И тогда моя липучка будет выглядывать, и поэтому могут цепляться волосы. Чтобы этого не происходило, для начала я уравняю липучки с изделием. И сделаю эту деталь на сантиметр короче, чтобы 5 мм отступить сверху и снизу. Отрезаем лишнее. Прикрепляем ко второй стороне липучки и уравниваем. Края можно немного скруглить. Липучки очень плотные, поэтому фиксировать их буду прищепками. Идем на машинку и прокладываем прямую строчку по краям липучки. Так изделие выглядит в застегнутом виде. Липучка колючей стороной располагается вот таким образом. Липучка мягкой стороной располагается вот таким образом. Мы ее не уравниваем с верхней и нижней линией, а укладываем вот этим уголком к уголку, а здесь этот уголок прикасается к нижней линии. Можно было бы эту деталь вырезать зеркально, чтобы верх и низ липучки можно было уравнять с верхом и низом изделия. Но тогда липучки не будут идеально складываться при застегивании. Либо же вы можете обрезать липучку таким образом. Скруглить ее сверху и снизу. Также, если вам больше нравятся закругленные изделия, вы можете на этапе примерки скруглить себе вот эти углы. Но мне нравится так. Также вы можете липучку заменить крючками, пуговицами, кнопками, чем угодно. Но по себе могу сказать, что это изделие удобнее всего использовать именно с липучкой. Вот пара других вариантов такого же изделия. Это у меня двухсторонние. Чтобы сделать такой вариант, вы изначально выкраиваете две детали одинаковые, сшиваете их по верху, по низу, выворачиваете. Боковые края вы можете сметать и далее пришить липучку. В случае с двухсторонним изделием возможен вариант, когда нижняя сторона будет выглядывать, так как здесь я не делала расстрочку, но вы при желании можете сделать. В таком случае одна сторона будет как бы с кантом другого цвета. Вот самый простой вариант изготовления такого изделия. Здесь не обработаны края. И зачастую я именно таким образом и делаю. Не обрабатываю края, просто пришиваю липучку. И вот почему. Ткани, которые используются для такого изделия, зачастую не сыпятся. Края начинают портиться не скоро, в то время как липучки при ежедневном использовании приходят в негодность спустя пару сезонов. Итак, у меня получаются варианты на разные погодные условия. Этот на позднюю весну, раннюю осень, этот на более холодный период осени и весны, а этот с начесом. Впрочем, поэтому края здесь и сыпятся, их пришлось обрабатывать, и он подходит на зиму. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и будьте стильными.